Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я покажу 3 простых и аккуратных способа набора петель с открытым краем. Они очень разные, но получается идеальный одинаковый результат. Я часто использую открытые петли для создания эластичной фабричной кромки, трикотажных швов в головных уборах, шапках, повязках и, конечно, вязание детских бесшовных изделий. Обязательно напишите, каким способом пользуетесь вы, подписывайтесь на канал и сохраняйте это видео. Первый способ самый распространенный. Он подойдет для тех, кто использует крючок как вспомогательный инструмент. Крючок и спицы одной толщины 5 мм. Также потребуется 2 цвета пряжи, основная и вспомогательная броссовая нить. Убираю в сторону основной цвет и с помощью вспомогательной создаю цепочку из воздушных петель крючком. Набрасываю нить на крючок, край перед работой, подхватываю длину рабочей нити и формирую первую петлю. Так мне потребуется количество звеньев немножко больше, чем требуется количество петель для моего изделия. Для образца наберу 15 петель. Отрезаю нить с небольшим запасом, последнюю петлю подхватываю и протягиваю ее в последнее звено, вынимая крючок. Цепочка готова. Переворачиваю на тыльной стороне. Каждому звену соответствует перемычка. В эту перемычку я и буду вводить крючок для набора петель для первого ряда. Беру нить основного цвета, подхватываю, с помощью крючка вывожу первую петлю. Каждую последующую в следующую перемычку. Вторая. Далее третья. И так до конца ряда необходимое количество петель. Последняя петля. И теперь необходимо заменить крючок на спицу по направлению движения рабочей нити. Вынимаю крючок и вставляю спицу. Далее переворачиваю вязание. Первая петля в этом случае провязывается лицевой. И все последующие по необходимому узору. Я вяжу лицевую гладь, поэтому лицевые за заднюю стенку провязываю до конца ряда. Последняя петля каждого ряда кромочная, провязываю ее изнаночной. Вяжу достаточно свободно, чтобы не перетянуть эластичное начало ряда. Последнюю петлю провязываю изнаночной. Подтягиваю рабочую нить. Переворачиваю вязание. Далее навязываю необходимое количество рядов. В каждом ряду первую петлю снимаю. Все последующие по узору. Последняя кромочная, изнаночная. При моем способе вязания изнаночные я буду провязывать за переднюю стенку, для того, чтобы у основания они не были перекручены. В лицевом ряду лицевые буду провязывать за заднюю стенку, точно так же, для того, чтобы они не были перекручены. Первая снимается и лицевая за заднюю стенку. Для образца достаточно. Переворачиваю вязание и с помощью вспомогательной спицы подбираю петли, которые держатся броссовой нитью, за дальнюю полупетлю. Каждую последующую подхватываю в одном направлении. Количество петель с этой стороны равно количеству петель с противоположной стороны, там, где я навязывала рядность. Последняя петля вот такая слегка перекрученная, ее тоже подхватываю спицей.
Теперь распускаю цепочку из воздушных петель легким движением. Удаляю вспомогательную нить, поправляю, если требуется начало ряда, и продолжаю вязать необходимое мне изделие. Вот так очень аккуратно смотрится набор петель с открытыми петлями с помощью крючка. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. При втором способе набора потребуются только спицы. И точно так же основная и броссовая нить одной толщины. С помощью броссовой нити набираю необходимое количество петель классическим способом. Завожу петлю под нить между большим и указательным пальцем. Далее снизу вверх подхватываю нить возле большого пальца и снизу вверх возле указательного, возвращаясь в петлю большого пальца. Первые 2 петли готовы. Далее снизу вверх большой, снизу вверх указательный, возвращаюсь в петлю. Так набираю необходимое количество петель. Переворачиваю вязание и первый ряд вяжу уже основным цветом. В этом случае тоже первую петлю ряда провязываю лицевой. Подтягиваю ниточки, чтобы не было растяжения петель. И далее за переднюю стенку все лицевые. Этот образец я точно так же провязываю гладью. Кромочная последняя петля изнаночная. Переворачиваю вязание, из ряда в ряд первую петлю просто снимаю, последнюю провязываю изнаночной. Остальное полотно по рисунку. Изнаночные за переднюю стенку, лицевые за заднюю. Образец готов. Переворачиваю вязание. Здесь нахожу край начала основного цвета и с помощью него делаю дополнительную петлю. Так как розовая ниточка обнимает эту нить, увожу этот край в полотно. Таким образом, у меня здесь дополнительная петля. Если пересчитать петли сейчас, их точно так же 15, как и с этой стороны. Теперь мне нужно подхватить петли первого ряда основного цвета. Точно так же каждую, вставляя крючок по направлению с лица на изнанку, подхватываю одну за одной петли. Четырнадцать и последняя образованная мной 15-я петля. Теперь здесь мне необходимо распустить край. Немножко сложнее это, чем при наборе крючком, но результат точно такой же, красивый и аккуратный. Можно сделать это с помощью дополнительной спицы. Здесь у меня провязан целый ряд, поэтому распускаю сначала основание, а потом можно удалить и петли этого ряда. Этот способ очень простой, а результат аккуратный. Третий способ не потребует использования вспомогательной нити или инструментов. Беру нить основного цвета, оставляю небольшой запас перед работой на набор петель. Одна спица, провожу ею сверху вниз между большого и указательного пальца, так, чтобы получился один оборот. Далее, придерживая эту спицу, подключаю вторую перед работой. Теперь я буду набрасывать петли поочередно на каждую спицу. Сейчас на дальней спице у меня одна петля. На ближнюю набрасываю нить с указательного пальца сверху вниз. На дальнюю с большого сверху вниз. И так между
спиц провожу поочередно то нитью с большого, то нитью с указательного пальца. Необходимое количество петель и одинаковое на каждой спице. В моем случае набираю по 15 петель. Так как нижняя спица у меня отстает, здесь 15, здесь 14. Последняя петля на нижнюю спицу 15. Далее перекручиваю нити между собой, чтобы последняя набранная петля не соскочила. Вынимаю спицу из тех петель, над которыми у меня не осталось длины рабочей нити. Здесь у меня рабочая нить, значит, начинаю вязать первый ряд. Как и во всех предыдущих способах, первая петля лицевая. Придерживаю край нити. Все последующие лицевые за заднюю стенку. Последнюю петлю ряда провязываю изнаночной. Переворачиваю полотно. Обратный изнаночный ряд. Первая петля снимается. Все последующие изнаночные за переднюю стенку. Как и в прошлых примерах, изнаночные за переднюю, лицевые провязываю за заднюю. Навязываю необходимое количество рядов. Этот способ избавит вас от лишних движений. Здесь не нужно удалять бросовую нить и набирать петли. Край уже готов к работе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!